or treat you in a not so kind way, it's up to you how you feel about it and what you do with it. Даже если люди поступают с вами не очень правильно, причиняют вам боль, это ваша доля ответственности среагировать. Как вы среагируете на это, как вы ответите на это, какими чувствами, эмоциями, как вы будете себя чувствовать. So therefore it is so important to clear your issues. Для этого очень важно почистить свои блоки, свои вопросы, проблемы. And how more you clear, how easy your life becomes. И чем больше вы чистите себя, тем легче становится жизнь. But don't have the illusion that life is really easy. Но в то же самое время не стоит отдаваться иллюзии, что жизнь прям так легка-легка. Because, first of all, your brain is made for action, not for easiness. It wants to be challenged. Во-первых, ваш мозг устроен так, что ему нужны постоянные тренировки. Он не устроен для того, чтобы все шло гладко, спокойно. Ему нужны ребусы, ему нужны разгадывания задач. Second, you are here to learn certain things. You are here to overcome certain things. Кроме того, вы пришли на эту землю для того, чтобы чему-то обучиться, что-то преодолеть, что-то сделать. So there will be always situations you never dealt with before. Всегда будут возникать ситуации, с которыми вы раньше не встречались. Or that come again in a little bit different form. Или будут они возвращаться похожие, но, может быть, немножко измененной форме. Until you learned it, until you have, hi Anna, you're back. Until you dealt with it in a proper way, so that it won't affect you anymore. Ситуация будет повторяться в измененной форме до тех пор, пока вы не, так сказать, справитесь или разрешите ее должным образом. Тогда вы можете продвинуться дальше. So the most important thing in your life to ask yourself, whatever is going on or whatever is happening to you, what is it in me that I have this situation in my life? И когда с вами что-то происходит нежелаемое, вам нужно задаться вопросом, а что есть во мне такого, что производит эту ситуацию? Because that gives you the insight information why you attracted that in the first place, and it gives you information on why you did it and what you did, so you can change it. Потому что задумываясь над этим, это вам даст внутреннюю информацию, пищу к размышлению о том, во-первых, почему вы это притягиваете, почему вы это приносите в свою жизнь. Когда вы начнете размышлять об этом, вы тоже поймете, что вам нужно что-то изменить в себе. Now, when we are changing a belief system and when we downloading new feelings, so we found a block, we changed it, we put it in something good, and we download the necessary feelings with it, we still have to practice it. Когда мы работаем с убеждениями, работаем в сессии, делаем себе или другим, мы обнаруживаем глубинное убеждение, которое нам не полезно, удаляем его, заменяем другим, обучаем себя чувствам, загружаем нужные чувства, знания. Сделав это все равно нам нужно закрепить это опытом. And you can ask to have those lessons in an easy way, in a not so hard way in life. Но несмотря на то, что мы все проходим уроки в жизни, именно для них сюда пришли, мы можем просить проходить эти уроки с легкостью, в более легком, комфортном способе. If you have a problem, even though you change your belief and you still have a problem to stand up for yourself, you can ask to bring you every day in a not so hard situation where you can practice to stand up for yourself. Например, вы поработали с собой, заменили себе убеждения, сделали загрузку, поменяли систему убеждений, связанную с тем, что вам тяжело постоять за себя.
После этой проведенной работы вам нужно в жизни в течение какого-то времени создавать такие ситуации, чтобы практиковать, но более облегченные ситуации, чтобы выработать вот этот навык, пережить, прожить это переживание, создать этот опыт, закрепить эту новую систему убеждений. And when you do that, you become good at it, and then you own that situation, then you own that habit, then you know how to deal with it. So it's not a lesson anymore. Делая это такими маленькими шажками, вы в конце концов обучаетесь, как справляться с этой ситуацией, и она не становится для вас больше проблематичной. То есть вы преодолеваете, вы получили урок. But I give you a very good warning. Be careful for what you ask for. Сделаю вам предупреждение. Будьте очень осторожны по поводу того, что вы просите. So first, really think about it, what it is that you really want to learn and how, before you ask that they will bring that situation to you once a day. Сначала хорошо подумайте, хотите ли вы это, чего вы хотите, каких уроков конкретно вы хотите, что хотите получить, прежде чем просить это, потому что это может прийти. I never forget that it was even before I started with Theta Healing, that one day I said, you know, my life is going so well, it's all smooth and easy, I can take something on. Just like I said, bring it to me. Well, the next day they did bring it to me. My whole life messed up again, and I had to figure it out. So be careful what you ask. Я помню очень давно, еще до того, как я стала заниматься тета-хилингом, я один раз сказала, что-то как-то у меня так все хорошо, прекрасно все идет гладенько в жизни, что даже как-то вот давайте что-нибудь поинтереснее. Ну и со следующего дня началась интересная жизнь. So be careful. You can easily get. Поэтому нужно осторожным быть в своих прошениях. But if you work on yourself, if you make sure that you can do this, life is really much more easier than it was before because you don't have to struggle. Но обладая этими знаниями, способностью работать с самим собой, вы знаете, что вы можете изменять себя, и жизнь становится намного легче, чем была до. And sometimes you have to ask different questions than only who, what, when, where, why. Иногда вы можете задавать другие вопросы, чем кто, где, зачем, когда. Sometimes you can do it. If you check it, you can do it. You can do this. It's all possible. But then is the important question, are you willing to do that? Иногда вы думаете, вот неплохо было бы то или сё получить, и как бы это работало или это, но при этом хорошо бы задаться вопросом, а вы точно хотите этого? То есть вы готовы иметь это, работать над этим, жить с этим? Because most of the time then it's something that you don't want to do. So you can change your beliefs, say you can and everything, but you still will not do it because you don't want to do it. Then you need to figure out why you don't want to do it. Иногда мы можем работать сами с собой, изменять систему убеждений, делать нужные загрузки, выгрузки, но вы этим всем не будете пользоваться, потому что в глубине души вы этого не хотите. Тогда вам нужно поработать именно над этим вопросом. Задайтесь вопросом, почему вы не хотите этого. That can be something completely different than when you were digging on. И ответ может быть совершенно другим, чем то, над чем вы работали в своих раскопках. But you still have to change it, otherwise it will still not work. You still cannot do it. Но это все равно нужно будет изменить, потому что иначе это не будет работать в любом случае. Like I said, you need to be more clever than your own cleverness. Как я уже сказала, вам нужно стать умнее своего разума. То есть у вас тоже есть в голове сообразительность, которая быстро соображает, как вас самих же обойти, да, вот эти вот сами блоки. И вам надо стать умнее своих блоков, грубо говоря. Now, don't be angry on yourself when you are finding those blocks. You know, be happy that you find them.
И не надо, наверное, расстраиваться или злиться на себя, что вы обнаружили такие, такие-то блоки. По-моему, хорошо, что вы их обнаружили в первую очередь. There's nothing to be ashamed of. Стесняться нечего здесь. There is nothing to feel sorry or regret. Нечего тут стыдиться, сожалеть или как-то чувствовать себя некомфортно по этому поводу. I personally feel myself happy when I found something because then I can change it. Я, например, очень радуюсь, когда нахожу какие-то блоки в себе, потому что я их могу изменить. And sometimes you have a feeling that you don't want to change it completely. Иногда у вас может возникнуть чувство, что вы не хотели бы менять все полностью. Like I told you before, I was very stubborn. I could be very strong-headed when I was younger. Когда я была моложе, я была очень такой настырный, непреклонный, твердолобый. I would never give up. Я никогда не сдавалась. I changed that in that I can hold on if it's important for me or if I want to, but that I can easily let it go if I choose to. И я изменила в себе это на то, что если я это очень хочу, то я держусь за это, борюсь за это, но в то же самое время я могу это с легкостью отпустить. And if something is very important for me, still if it's very important, I will continue even if the world is against me. I don't care. А если для меня что-то является важным, я все равно буду идти вперед, так сказать, на таран, даже если весь мир развернется против меня. If I know by heart that it is something I have to do or that is true, I will follow through. Если я в своем сердце знаю, что это то, что является истинным для меня, я просто буду переть на таран. But I can also easily let it go if it's not that important. А если это не так важно, я могу это с легкостью отпустить. And it's not important if people are saying that I'm right or wrong, that's not really important. Whatever. И совершенно не имеет значения для меня, что думают люди, что они думают, это правильно или неверно. Мне это не важно. So, yes, life is with easiness. If you can live like this, if you can let go, and if you can see the beauty in every challenge that you have. Жизнь будет легче, и вы будете с легкостью идти по ней, если вы будете смотреть на нее немножко по-другому, если в каждом препятствии вы будете видеть интерес, забаву, что вы преодолеваете это просто как урок. Because it's just something new to learn. Потому что это просто что-то новое, чему вам нужно научиться. And we are here to learn. А мы здесь все для уроков. The same thing is when you are manifesting. Когда вы манифестируете, то же самое. If your manifestations do not come true, you can manifest whatever you want, but you will not get it. Если ваши манифестации не проходят, вы можете манифестировать сколько вам угодно, ничего не сбудется. This is just because you are blocking it. Просто потому, что вы их блокируете. Now, of course, people usually become angry when I say that. Люди обычно злятся, когда я это говорю. But it is true. It's something in you that does not let your manifestation come true. Но на самом деле это является правдой, потому что что-то в вас есть, что не дает этой манифестации сбыться. Maybe you are living with two thoughts. You want it, but on the other hand, you're not really want it. Может быть, у вас дуальное мышление, как бы дуальная мысль в вас. С одной стороны, вы этого хотите, а с другой стороны, нет. Then you already bringing it down the manifestation by yourself because you're not really want it. И вот эта дуальность, она больше делает вашу манифестацию нежелаемой, поэтому она не сбудется. Or you can have a manifestation and you become angry because you can't get it.
but your manifestation is not realistic. Или может быть такая ситуация, что вы манифестируете, это не приходит, вы злитесь, а причина может быть просто в том, что ваша манифестация не является реалистичной. If you want to manifest for certain things and you do not take the necessary steps, then it's not coming knocking on your door from here I am, whatever it is. Если вы манифестируете что-то, но к этому сами не идете, не делаете маленькие шажочки, то сама манифестация к вам в дверь не постучится. You need to take the necessary steps to bring it in reality as well. Для того, чтобы ваша манифестация реализовалась, вам тоже нужно некоторые шаги производить навстречу ей. That doesn't mean that you can force it into reality. Это, тем не менее, не означает, что вы ее можете форсировать, то есть принести в свою жизнь силой. You manifest something and then you take the necessary steps and then it will come into your life if you do not have blocks that is blocking your manifestation. Вы манифестируете, прилагаете действия, и манифестация исполнится, если у вас нет блоков, которые препятствуют ее появлению. So also with manifesting, it's more than just manifesting. В манифестации это больше, чем просто манифестация. You need to be very clear what you want. Вам нужно очень четко знать, чего вы хотите. You really need to have a focused thought on what you want. Вам нужно сфокусироваться на мысли о том, что вы хотите. And then, of course, you need to find your blocks. И нужно обнаружить блоки. It also has to do with trust and believing in yourself and knowing that you are worthy of it. Но манифестация и исполнение манифестации также связано с вашим собственным доверием и верой в себя, что вы достойны этого. Because if you believe that you're not worthy, you will not get it. Потому что если внутри вы верите, что вы этого недостойны, вы этого не получите. Well, that's not entirely true. The universe will give it to you, but you are not able to take it. Но на самом деле все не так, не совсем так. Вселенная вам будет это давать, но вы не будете видеть это, вы не будете способны это взять. Because of your belief system. Из-за системы убеждений. So there is a lot of things around it that you need to work on. But see it as fun. Поэтому нужно работать над блоками, но в то же самое время к этому относиться серьезно, но с другой стороны смотреть на это как на игру, как на забаву, как вот эту вот тренировку, вы просто идете, тренируясь. Sometimes we have blocks that are blocking our manifestation, which have nothing to do with the things that you are manifesting, but because of that block, you still cannot have what you want. Иногда может быть, что вы манифестируете, вас блокируют вещи, которые не имеют ничего общего с самой манифестацией, ее реализацией, но тем не менее они блокируют ее появление. So you need to find the things that are holding you back. Нужно обнаружить эти вещи, эти блоки, которые вас удерживают. It's important to have patience with yourself. И важно быть очень терпеливым по отношению к самому себе. And to be kind to yourself. Иметь добро, так с добром, по-доброму, спокойно относиться к самим себе. Because if you find blocks, it is an opportunity to clear it. And you didn't have those blocks to stop your manifestation. You want to learn, you want to grow, you want to evolve. So yeah, you find new things to change. И обнаруживая какие-то блоки в самих себе, не нужно расстраиваться, нужно просто их менять.
И вот это вот все ведет нас к тому, к нашему развитию, к нашим следующим шагам вперед, к изменениям. Those beliefs are in your subconscious. If you were aware of it, you would have changed it already. Ваши убеждения, они сидят в вашем подсознании, потому что если бы вы о них знали, вы бы уже давно их сами изменили. So be patient with yourself. Поэтому нужно быть очень терпеливым по отношению к самому себе. But if it can work once, then it can work all the time. It's that easy. Однако, если это получилось один раз, это может срабатывать всегда. В общем-то, это довольно легко. And if you believe that you can have it, but it still doesn't work, maybe you have to believe that you are not allowed to do it. Если вы верите, что вы этого достойны, но это все равно не совершается, ваша манифестация, тогда, может быть, вы... The beliefs that you don't believe? Sorry? What beliefs I have that they don't believe? That they don't believe that they can have it. Тогда, возможно, ваши блоки в том, что вы, вероятно, не верите, что это возможно, что вы можете это иметь. So, yes, you can live life with easiness. That's true. Можно жить жизнь с легкостью, это правда. But only when you change your belief system. Но вместе с изменением системы убеждений. And we have the techniques to do that very quickly. У нас есть техники, методики, как это делать довольно быстро. If you clear in one seminar that you have 10 beliefs, maybe 20. Если, например, на каком-то тренинге вы сможете освободиться от 10-20 убеждений, it can save you 10 lifetimes. Это может вам сохранить около 10 десятка жизней. То есть вам не надо будет проживать это 10 раз, 10 разных жизней. You did it all in one lifetime. You changed so much in one lifetime. Потому что вы изменили это уже в этой жизни. Вам не нужны больше жизни, чтобы сделать это постепенно. If you are tired from life, if you think, oh gosh, then change your beliefs. Такое, что опять. Тогда нужно все поменять убеждения. See the small things in life that are joyful. Для того увидеть те маленькие вещи, которые приносят радость. Many times when we just living our day-to-day life, we forget to see that the sky is so blue, that the sun is shining, or your snow is falling. I love your snow. И когда мы живем своей обыденной жизнью, мы забываем замечать, что небеса такие голубые, а солнце так ярко светит, и что снег такой красивый, в России очень красивый снег. You know, sometimes we forget to enjoy the small parts in life. Иногда мы забываем насладиться маленькими вещами в своей жизни. We're chasing dreams and think that we will be happy if we chase our dreams, but in fact you will not be happy if you do not make yourself happy first. Иногда мы носимся за какими-то мечтами, пытаемся притворить что-то в жизнь, получить, но это не сделает нас счастливыми, пока мы не научимся просто быть счастливыми сами по себе. That doesn't mean that you will never have a day that you say, oh gosh, I think I'm going to stay in my bed today. Но описывая эту жизнь вам сейчас, совершенно не означает, что у вас не будет ни денечка, когда вам захочется не вылазить из кровати и не возмущаться, что новый день настал. Or that you think, I'm fed up with digging on myself, I'm not going to do it. Или что вы никогда не подумаете, что уже надоело мне все ковыряться, хватит уже. That's okay. That's part of life too. Это тоже является частью жизни, такие дни будут, и ничего страшного в этом нет. So you can use in some drama, okay, use it, and then kick yourself out of it, start digging and get over it. Ну, посидите, поплачьте, погорюйте, а потом выгоните себя из кровати, поменяйте убеждения, живите дальше.
You know, that is the same now I forgot what I want to say. Oh, You that's were funny. talking about kicking out yourself from the bed. Yeah, And you said it's that's also like, it is part of life. Yeah. Oh, well, it will come back. It just slipped away. Okay, so don't blame yourself if you have those feelings. That's okay. Поэтому, когда у вас будут такие дни, не надо себя обвинять, ругать, не надо чувствовать плохо по отношению к себе. Это нормально, это часть жизни, это тоже опыт. And I never met a person who never had some drama in their life. Я ни разу не встречала человека, у которого в жизни никогда не было никакой драмы. Because it's part of life. You need to learn how to create a life without having the need to drama. Потому что это жизнь, а мы учимся сотворять жизнь без драм и травм. You know, a lot of people are addicted to drama. Много людей имеют такую вот, как сказать, вредную привычку привязанности. Знаете, как к сигаретам, алкоголям, такая же привязанность, привычка иметь драмы. They really can dwell in it. Они могут там пребывать, им там нравится это все. And in some level really enjoy it. И, может быть, даже на каком-то уровне наслаждаются этим. It's funny, but it is. Смешно, но это так. So you need to check if you really like to dwell in drama. Поэтому вам нужно тоже проверить, а не нравится ли вам случайно обитать в драме. We do it to entertain ourselves. Мы это делаем для того, чтобы себя развлечь. Because we are here to learn about emotions and feelings and thoughts. Потому что мы в этой жизни здесь для того, чтобы научиться различным чувствам, эмоциям, понять их. So if we create dramas, we can feel them all. Если мы сотворяем сами себе драму, мы их все можем хорошо прочувствовать. That doesn't mean that you cannot feel them if you change it. You can change it, and so you can choose to have a certain emotion or a certain thought, but that you are in control and not your emotions or your feelings of your thoughts are in control of you. И когда мы производим замену системы убеждений, то мы все еще чувствуем, мы можем испытывать разные чувства, эмоции, но в этой ситуации мы контролируем, мы, так сказать, у руля выбираем, что мы будем чувствовать, что мы будем испытывать, переживать. If somebody's touching a button inside of you that hurts or that makes you angry, если кто-то затрагивает очень глубоко в вас, что это вас обижает или причиняет боль, then do not react on the person. не надо реагировать на этого человека. Ask yourself, why does it hurt? Why do I become angry? Просто спросите себя, а почему мне это причиняет боль, почему я злюсь? And if you figure that out, then change it. А если вы это выясните, то измените это, поменяйте. Because then the next time when that person is saying the same thing, there's no button to push anymore. Потому что в следующий раз, когда такой человек будет говорить или поступать по отношению к вам опять так же, это вас не будет задевать, потому что у вас не будет этой кнопочки, на которую они могут нажать. You can say to that person who pushed your button, thank you for teaching me that I had a button that I can clear. И вы можете сказать этому человеку, спасибо, что научил, показал, что у меня была эта кнопочка, я ее изменил. And it's very important because you do not give your power away anymore to anybody else. Это важно, потому что в таком случае вы не отдаете свою силу у руля власти кому-то другому. And you do not react on somebody else, you interact with somebody else. И вы не реагируете, а сотрудничаете. Вы не реагируете, а отвечаете.
So would you like to feel how it feels, or would you like to know how it feels like instead of reacting, interacting with a person? Хотели бы обучиться, как это чувствуется, вместо реакции иметь взаимодействие. Вопросик. I don't hear anything, so I think they want. Не слышу ничего. And that they will know when people are pushing their buttons. И вы хотите ли вы знать, что когда люди жмут на ваши кнопки, рычажки, And to hold on to themselves before they react, but then interact. и до того, как они среагируют на такое нажатие кнопки или рычага, они сообразят, вместо реакции выдадут взаимодействие. То есть они ответят этим не просто реакцией, да, какой-то, а, так сказать, да, взаимодействием. That you still know how to hold on healthy boundaries. Хотели бы вы знать, как сохранять свои здоровые границы. But that you are still able to connect with other people. Но в то же самое время сохранять возможность иметь контакт и связь с другими людьми. And to keep your own life safe, to keep your own space safe. Сохранять свою жизнь в безопасности, сохранять свое пространство в безопасности. And would you like to know how to laugh about yourself, about your own cleverness? Хотели бы вы знать, как можно смеяться над самим собой, над своим собственным умом. That it will show you that you are such a good person. Что это вас научит, что вы такой хороший человек. And that you're not a bad or a not good person. You're just a good person. You only learn something about yourself. That you can look to yourself with easy grace and say, okay, I found it. I'm going to change it. Не то, что вы там злой или добрый человек. Просто вы хороший человек. Вы человек, который живет и учится, который на все реагирует так, что, это мой урок. Я этому учусь. Now, if I ask if I can download something to you, please understand that I will download it in all the different ways. Если я спрашиваю вашего согласия, хотите ли вы какую-либо загрузку, имейте понимание, что я сделаю это разными всеми способами. So I will download that you have creator's perspective and understanding, and yours will be the same. И что ваше понимание на эти перспективы и Творца одни и те же, одинаковые. That you know that you have that feeling. Что вы знаете, что у вас есть это чувство. That you know how to use it, when to use it. Что вы знаете, как это чувствовать, и как это использовать. How to live your daily life with it. Как жить своей ежедневной жизнью с этим. That it is possible, that it is safe, and that you remember you have it. Что это возможно, что это безопасно, и что вы помните, что у вас есть это. So if I download something, I will download it in all those different ways. И если я буду производить эти загрузки, я буду производить разными способами. And would you like to know how it feels to live your life in easiness and still will have challenges, but living in joy with it, that you can see it as a challenge? И хотели бы знать, как жить свою жизнь в легкости, преодолевая препятствия с легкостью, с интересом, учась. И что вы знаете, что это все уроки? Okay, you got it. There's something else what was coming up in my mind. I remember that the last webinar,
People were asking if they could record the webinar, remember? Вспомнила сейчас, что в прошлый раз на вебинаре спрашивали, можно ли работают ли в записи исцеления, загрузки, все, что делает целитель. You can always record a webinar. Вы можете записать вебинар. People cannot download on the webinar that you cannot record it or not do the exercises. Люди не могут ничего загружать на вебинаре, который вы не можете записать. That's impossible. Это невозможно. If you record the webinar and you listen to it later, you just make your own connection, you listen, you do it, and it will be done. Если вы запишете вебинар, послушайте его позже, будете проделать это вновь, никто не может решить за вас, работают ли загрузки или нет. So if somebody says that you cannot do it, it's not true. Если кто-то говорит вам, что это невозможно, это неправда. It's against the law. It's against the law, the universal laws. Это против закона Вселенной. So if you record this or if you want to record it, I'm fine with it. If you want to do the exercises or the downloads, if you want to write them down, I'm fine with it too. Если вы хотите записать, прослушивать дальше, пожалуйста. I know that a lot of you are also asking things about a soulmate. Я знаю, что многих очень интересует вопрос о партнере по жизни, друге души. And there is a lot of confusion about it. И много непонятного в этом. Now there are different types of soulmates. Существуют разные виды друзей души. You can manifest for a soulmate or call a soulmate who's just a friend. Вы можете манифестировать и звать к себе друга души, который просто будет другом. You can manifest for a soulmate if you want to start a business with somebody. Вы можете манифестировать друга души для создания бизнеса. You can manifest it as somebody that you would like to share whatever it is that you want to share. Вы можете манифестировать друга души для того, чтобы поделиться с ним чем-то, сами по запросу. It means that you can easily go along with those people. Это означает, что вы получите людей, с кем будет легко, комфортно идти работать дальше по жизни. You know them from other times and other places. Вы их уже хорошо знаете из других мест, времен и жизни. Now, a soulmate as a partner is something different. А друг души, который будет являться вашим жизненным партнером, это вот что-то другое, это уже другая категория. Because when you do, and whatever soulmate you want to have, you need to work on your issues. И в зависимости от того, какого вы партнера хотите, друга души хотите иметь, вам нужно прорабатывать свои вопросы. Because even though you work on your positive programs, when you attract or want to call in for a soulmate, you also attract with your negative programs. Когда вы работаете над собой, манифестируете друга души, вы его привлекаете не только своими положительными, так сказать, качествами, но также негативными. And of course that is understandable because it's your vibration. You radiate a certain vibration, and people will respond on this vibration. И вот благодаря вот этим вот качествам своим вы будете вибрировать издавать определенные вибрации, и люди будут на них реагировать и привлекаться. People say, well, you will recognize your soulmate immediately. No, it's not necessary. Некоторые говорят, что вы распознаете своего друга души, буквально в сию минуту. Не обязательно. With a soulmate, you can feel very in ease. You know, it really goes very smoothly together.
Когда вы встречаете своего друга души, вы чувствуете такую легкость, вам легко друг с другом пребывать. But that doesn't mean that you're always falling in love with that Но это не person. означает, что вы будете все время влюбляться в такого человека. Because sometimes you need to work on that too. Потому что вам... You need to allow the person to fall in love with you, and that you need to allow yourself to fall in love with Потому the что вам person. нужно проработать свои блоки, вам нужно позволить этому человеку влюбиться в вас, и вам нужно позволить себе влюбиться в него. Sometimes you think you find a soulmate because you have such an attraction to that person, but it turned out later that you only have a connection with your body, not with your heart and your head. Иногда вам будут встречаться люди, вам будет казаться, сносить голову, вам будет казаться, о, вот это вот оно, мое, знаете, такой взрыв эмоций, буря, но возможно, что у вас связь просто между телами, не душами. To be with a soulmate as a partner, you need 3 connections: head, heart, and Для body. того, чтобы быть связанным с своим другом души, вам нужно иметь связь с ним и чувствовать связь в 3 точках. Голова, сердце и ее тело. Head, body and heart, right? Head, body and heart, right? Yes. Yeah, because you need to communicate with each other. Потому что вам нужно уметь общаться друг с другом, вам нужна любовь. You need love. And you need a sexual attraction. И вам нужна сексуальная привлекательность, влечение к нему. If one of these 3 missing and you do not work on it, the relationship will fall apart. Если одна из этих 3 составляющих ее не будет, то все развалится, потому что не будет вот эта вся комбинация полностью работать. Бэттина, so the head is communicating, right? Body is sexual attraction, and what about heart? Yes. Love. Я просто уточнила, смотрите, голова – это то, как вы будете общаться с ним, да, коммуникировать, то есть не просто общение тополя имеется в виду, а именно вот связь, то есть передавать свои чувства, эмоции. Сердце – это любовь, способность любить, принимать любовь, ну и тело – это сексуальное влечение. You can have an incredible sexual attraction to a person. Может быть, у вас будет очень большое сексуальное влечение к какому-нибудь человеку. You can even fall in love with this person. И вы можете довольно легко в него влюбиться. But if you're not able to communicate with that person, если вы person, не умеете общаться, не можете общаться с этим человеком, then it will bring you suffer and это pain, принесет вам только and страдания, боль, это не сработает. Because you cannot really Потому connect. что вы не сможете наладить вот эту связь посредством этих 3 составляющих. You don't understand Вы each не other. будете понимать друг друга. And many times we do not communicate, we react on each other. В большинстве случаев мы не ведем диалог, мы не коммуницируем, то есть мы не передаем. Да, коммуникация как бы лучше слова, чем общение, потому что коммуникация имеет в виду, что вы передаете то, что есть. А вместо этого вы просто реагируете. And you need to understand the difference between each other's communication. И вам нужно научиться понимать разницу в манерах общения, то есть кто каким способом передает себя. Because the words that you use can be clear for you, but can have another meaning for the other person. Потому что набор слов, которые вы выбираете, они могут иметь одно значение для вас, совершенно другое для этого человека. You know, it's very funny when I have been married before and I had a relationship before, and when I asked in that relation my partner what he wants, he always said, "Yeah, I just want a normal life."
But what does it mean? A normal life. You know, it can be completely different for him than В for моих me. отношениях, в браках и просто, все время, когда обсуждаешь, возникает вопрос, что ты хочешь? И человек часто отвечает, хочу обычной жизни, обычной нормальной жизни. Но этот термин, обычность, нормальность, может означать совершенно разные вещи для нее и для него. We usually have expectations from our partner, but our partner has no clue about those expectations. Обычно есть определенные ожидания от нашего партнера, а у партнера нет никакого понятия об этих ожиданиях. You were brought up with those expectations. И вы наполняетесь этими ожиданиями, так все в вас кипит. But the other one didn't. So his expectations or her expectations are different. Бурлит, а у другого человека совершенно другие ожидания, другие понимания. And we have a lot of expectations from our partners, even from our soulmates, which are in fact ruined by our belief system of our ancestors. И довольно часто в ситуациях, когда у нас разваливаются или не строятся отношения, скорее всего, они нарушаются или, так сказать, неуспешно заканчиваются благодаря нашим генетическим системам убеждений. You know, when I was just married, I told in that time, my husband, I said, you know, everything that you have is from me, and everything that I have will stay from me. Everything he has is he should share with you, but you shouldn't share anything. Yeah. Right? Oh, that's very Russian. Yeah, everything from me stays from me. I know. Она говорит, что я когда была замужем, то я говорила тогдашнему своему мужу, что, знаешь что, дорогой, все, что есть у тебя, это есть и у меня. А все, что есть у меня, это есть только у меня. But that's not fair at all, конечно, of course. это несправедливо. That is not being equal in your relationship. Не равноправие не равенство в ваших отношениях. Or you share it all, or you либо keep вы it separate. все делите пополам, либо делите все по раздельности. But that is impossible to keep it all separate, because if there are children, you need to find a way Но, for с your другой children. стороны, все по раздельности хранить тоже невозможно, потому что если у вас общие дети, то это как-то затруднительно. So when a woman is staying at the house to take care of the children, and the man is working on an office and earning money, in fact, half of his salary is hers too. Например, в Европе это обыденный пример, когда женщина в декрете, в отпуске по уходу за ребенком, а муж на работе, то, в общем-то, его зарплата делится напополам, и эта половина, одна из них принадлежит женщине тоже. Because he is only able to go to his office because потому she's что он taking может care of the ходить на работу children. просто потому, что она может заботиться о его детях. If he doesn't want to do it, then he should stay half of the week at home so she can have a job too. You see, it's just... И если он не хочет делиться своей зарплатой, тогда он может половину времени проводить дома, заботах о детях, а она пойдет и будет зарабатывать. And now the fun part is, most of people, when I'm talking about it, we know that this is the case. You know, it should be like that. But in our belief system, especially of our ancestors and of our culture, we have different beliefs. И если так проговорить, порассуждать с разными людьми, то все это как бы в уме понимают. Но генетическая система убеждений, переданная от прародителей, она на другое настроена. So it's really important to talk about, to see where you are coming from and where the other is coming from,
and find a way Поэтому together. важно очень иметь диалог, разговаривать с другим человеком, объяснять, откуда у вас эти понимания, что именно в ваших пониманиях заключается, делиться этим с партнером, то есть быть в коммуникации. Быть в коммуникации. Now, both of my ex-husband and my ex-partner were both soulmates of me. Я I знаю, know that. что мой бывший муж и просто гражданский муж, партнер, они оба были моими друзьями души. Я это точно знаю. But even though they were my soulmate, that doesn't mean that I could live with them in this Но lifetime. даже если они были ранее моими друзьями души, совершенно не означает, что я могу с ними жить и пребывать в этой жизни. So having or having not your soulmate is not a reason to divorce. It's also not a reason to stay together. Иметь тот факт, что вы имеете какого-то друга души или не имеете, не является само по себе причиной для того, чтобы разводиться со своим супругом сейчас, либо наоборот не сходиться с ним. Ну, не с супругом, а с человеком. You know, even if you are with your soulmate, it doesn't have to be always И so даже simple. если вы You still need to work. живете со своим другом души, не факт, что все будет все безоблачно и прекрасно. Все равно нужно работать над своими системами убеждений. Your soul is recognizing each other. Ваша душа распознает друг друга. Ваши души распознают друг друга. But your Но ваша personality, личность can have a может problem with иметь it. кое-какие проблемы с этим. And you need to find a way to work it out. Or И you вам just separate. нужно проработать, вам нужно найти способ проработать эти вопросы, иначе все придет к разрыву. It's only the society who wanted us to stay with one person. It's never, and religion told us to stay with one person, but it is not what Creator is telling us, that we have to stay with one person. Конечно, общество, Your whole life. наполнено мышлением, и религия это поддерживает, что каждый человек должен иметь только одного мужа или жену, один брак. Но это не видение Творца, это не мнение Творца, что вы должны как начали жить, так и жить с этим человеком. And I mean by that if you are married, that you have to stay married until you die, because that is how it should be. Nobody told you that that is the case. It's И not что true. я имею в виду, то что если вы вышли замуж, женились, то до самой смерти должны прожить с этим человеком. It's also a process of evolving. Но это на самом деле не так, потому что у нас тоже есть процесс эволюции своей собственной. And nobody is going to marry to say, you know what, after 10 years I'm going to divorce, because that's so funny. Наверное, никто не женится с оговоркой, знаешь что, через 10 лет разведусь с тобой, потому что так будет повеселее. That's not why you were married. Не для этого ж да жениться. And you also should not give your marriage up so Это easily. означает, что не надо сдаваться, отказываться от своего брака с такой легкостью. It's a commitment. У нас есть определенное посвящение браку. And maybe if you think he's not your Может быть, даже soulmate если вы because you don't have that feeling, думаете, что этот человек, но ваш супруг не является вашим другом души, просто потому что вы так чувствуете. then you can make it your soulmate. You can Вы make a new можете soulmate. создать себе друга души, вы можете из него создать себе нового друга души. And you become so, how you call it? You come so close to each other that it becomes like
you know his soul. Вы можете так сблизиться, что вы сможете изучить его душу, стать партнером его души. Something very important if you really want a relationship is that trust, that you can trust each Очень other. важно, если вы хотите иметь какие-то взаимоотношения, это способность доверять и само доверие. Now I know there are people who have a mistress or a lover next to their marriage. Изменяют в браке. The problem with that is that you are cheating on somebody where you have a commitment Если вы with. предаете человека, изменяете человеку, по отношению к которому у вас обязательства, как бы, посвящение, потому что брак это узы, да, то есть это определенные обеты, у вас есть обязательства. And that is И вот эти cheating. вот измены, обман, Cheating will destroy the trust that you have in each other. конечно, уничтожит любое доверие, которое у вас есть по отношению друг к другу. And it will always Конечно, work это будет against you. работать против вас. Конечно, это будет работать. Because if you Потому cheat on что a когда person, вы изменяете человеку, обманываете его, that is the energy what you are sending out, so вы that will come back to посылаете во you. Вселенную определенную энергию, которая в конце концов вернется к вам. So be careful because you really give И yourself a будьте hard осторожны time. в том, как вы своими действиями посылаете определенную энергию, которая вернется к вам же. It's different when you talk about it with your partner. И can you say the full sentence? That you talk about that you want to have a lover in your relationship. That you still want to be married, but you want a lover. Например, кто-то находится в браке, но хочет завести себе любовника или любовницу и сообщает об этом своему супругу. I don't know how you call that in Russia, but we call it an open relationship. Like, not really. You don't have it? It means that you don't have a relationship at all. Yeah, well, sometimes here, you don't see it often, but sometimes people stay married and once in a while they have somebody else and it's just their marriage is still working very well for both of them. Я не знаю, как вы называете это в России, в Европе это называется открытый брак. То есть люди женаты, но иногда имеют интрижки на стороне. So it's important to discuss with each other what are your expectations from your partner in a relationship. For example, for me, И в таком случае, конечно, людям в браке нужно бы обсудить эти вопросы, кто что ожидает, и кто что хочет, и кому с чем комфортно. For example, for me personally, if somebody would cheat on me, I will immediately enter a relationship. И для меня, например, если измена произойдет в моих отношениях, я тут же выйду из них. But I have never been afraid for it. it. Никогда не было страха по поводу этого. Nor did my partners cheat on me. И в результате этого ни один из партнеров не изменял мне. Because Потому it's что not это in my не system. существует в моей системе. У меня нет этого страха, и у меня нет этой энергии измены во мне. So I don't attract a partner that it is in his system. Поэтому я не привлекаю партнера, у которого в системе есть предательство, измена.
But you can feel it, you know, if you go with somebody and you have already kind of feeling that you cannot really trust them, or there is some feelings around it, make sure that you know what Если you вы do. встречаетесь, You understand? или у вас завязываются отношения с человеком, которому вы не можете доверять, у вас такое неприятное чувство, то вам нужно, естественно, подумать хорошо, знаете ли вы, что творите. But it has to do a lot Но в with your основном belief system. это связано с вашей системой убеждений. In the shortcuts, we are going to work on those belief systems И в between men нашем and women. тренинге на перерез мы будем работать с системой убеждений в отношениях мужчин и женщин. But I can give you Но already я some могу вам уже downloads. произвести некоторые загрузки. Если If you want хотите. to. That you do not have to let yourself be used, that you understand that you are worthy of a pure and good Загрузка relationship. о том, что вы знаете, что вы достойны и как иметь достойные доверительные отношения с партнером, что вы не хотите быть использованы. That you have created perspective also of about a commitment of relationship or a commitment Что у вас through есть marriage. понятие понимания Творца на брак, на узы брака, посвящение. That you understand how it is to have a respectful, loving and accepted relation. Что вы знаете, как вы умеете поддерживать доверительные, любовные, полные любви отношения. That you understand that for a man, if you are only out there for making money for your family, that is not your only job, that is just part of your job. Your family is also part of your job. Для мужчины, если вы зарабатываете деньги, то это не вся ваша работа. Ваша работа также заключается в семье. А если вы женщина, and that women, if they are taking care of the children, they are still worthy as a person. They are a full person, you know, they're not somebody who's sitting in the house only taking care of the children. They are important too, and what they are doing is part of the если вы relationship. женщина, которая сидит дома с ребенком в данный момент, заботится о ребенке, растит его, вы такой же полноправный член, просто вы сейчас занимаетесь этим, вы имеете право на равноправие, на равенство в семье. That you know and understand how to communicate to your partner and how to express where you are coming from and what you mean with your words. Общаться с своим партнером как друг с другом, как передавать ему свои мысли, свои желания, ожидания. И как понимать его тоже. And that you will be able to have a good relationship and taking care of household or the job or the children all together in an equal way. Прекрасные отношения и заботиться о доме, детях, все, что у вас есть совместно, равным образом. That you understand that if you are attracting a soulmate as a partner, that you use your common sense. Because not every partner that is coming to you is also the right partner. Привлекая к себе друга души, вы знаете, кого выбрать правильного человека, потому что не любой привлекаемый к нам является другом души.
That you understand how что to вы знаете, attract как привлечь к trustworthy себе, partners. привлекать к себе достойных доверия партнеров. Что вы And that сами you are достойны trustworthy. доверия. Что вы сами достойны доверия. That you understand how to share yourself with another partner, that you are willing to Что вы open up for знаете, a как делиться relationship. собой, своим партнером, когда вы решите открыться этим отношениям. Хотите эти Do загрузки? you want to have it? Maybe it's gonna take some time when people respond. Они пишут да, 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 да. Да, 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 да. Доктор сказал да, значит да, да. Okay, I'm going to give it. Okay. Now, long live Google Translate, because I saw that there was a You question. want the question? Yeah, someone No, wrote there the was a question. question. You want it? Someone wrote the question. Yeah. Yeah, no, I've got it. I've translated in Google, so I understand. Even though you have, the question is, if I love, the man that I love gives me a lot of heart pain. But on a soul level, I feel help. Or you can all read it, yes? So even though if you still love him and he gives you heart pain, then you first need to find out why. What is the heart pain that he's giving Пришел you? вопрос, наверное, все видят, да, в чате. Если у вас есть человек, которого вы любите, но он причиняет вам душевную боль, вам нужно задаться вопросом, что именно причиняет вам боль. Because if he gives you heart pain, then it is up to you if you allow him to hurt you or not. Maybe it is something that you can change and it doesn't hurt you anymore. Вам боль, вам нужно прежде всего разобраться, что именно причиняет боль. Можете ли вы проработать что-то в себе, чтобы это вам не наносило боль? Or maybe it is something because you need to put out your boundaries. Потому что вам нужно расставить свои границы. You said that you could complete a lot of things and you become stronger, but do you want to become stronger because of heart pain? Вы пишете, что благодаря встрече с ним вы проработали очень много в себе, но хотите ли вы эти проработки через боль? No, I don't think that if you're truly with a soulmate, that he will give you so much heart pain. Я лично думаю, что если вы со своим другом души, то вряд ли он вам причинит столько много душевной боли. And it looks like an На ваш instrument to вопрос me. я бы ответила, наверное, что это просто инструмент. But then you need to work on yourself. Is this the way how you will evolve, or can you do it in a different way? С тобой и понять, это то, как вы развиваетесь, или нужно пойти другим путем. And maybe he's both. He can be a soul that you made an agreement with, that he said, okay, I will come with you, and I will give you the opportunity to learn certain В то же самое things. время он может быть и другом души, и инструментом. Например, до прихода на Землю ваши души договорились, и он пообещал вам прийти на Землю вместе с вами и преподать вам определенные уроки. Then you better change that you need to become stronger by having heart pain. Поменять убеждение в себе, что для того, чтобы стать сильнее, вам нужна душевная боль. Or being motivated by heart pain. Мотивированы двигаться дальше, вам нужна душевная боль.
Это тогда тоже нужно поменять. Дальше вам нужна душевная боль. Because, Тогда тоже нужно. and maybe if you change those beliefs and you set him free from the obligation to teach you this, maybe your whole В такой relationship ситуации, is если вы changing. поменяете в себе эти убеждения, то вы его освободите от его обязанности преподавать вам уроки. Тогда отношения поменяются. Потому что уже не Because надо then будет there's вас nothing to ничему teach. учить. Потому что уже не надо будет вас ничему учить. And you know, when you change beliefs in yourself, most of the time your partner or your husband И or your знаете, children когда will вы change меняете too. убеждения сами в себе, то очень часто окружающие меняются. И даже меняется их собственная система убеждений. Дети, друзья, партнеры, ну, очень близкое окружение, по крайней мере. But they will still need to learn their own things and you need to То learn, есть, so better do it когда in вы a more меняете easier себе way. убеждения, вы обучаетесь урокам, вы освобождаете их от обязанности вас учить, поступать определенным образом, но при этом все равно остается ваша ответственность по развитию себя, преодолению своих блоков, и у них есть тоже свои блоки, над которыми им нужно работать. In the shortcuts, we also work with male and И female на energy курсе to мы change будем it. прорабатывать мужские и женские энергии и менять их. To see how you look to a man, to your own inner man and to your own А inner мы будем woman, and how смотреть, they relate to each other in мы yourself, будем because смотреть, that как can ваш be a big собственный issue мужчина и too. внутренняя женщина общаются друг с другом, реагируют друг на друга, потому что это тоже может мешать вам заиметь друга души. Okay? Did I answer your question for you? Ответила на вопрос? Okay, Есть ли cool. еще So вопросы? are there any other questions? Есть ли еще вопросы? Google? Uncle Google? No questions? Google? Uncle Google? I will Google it, yeah. If it wants to do, yes, got it. Есть ли еще вопросы? Не стесняйтесь, пока есть такая уникальная возможность спросить, что тревожит, и особенно, что не так много народа, что можно получить практически каждому ответ на свой вопрос. Yeah, cool. That's what she needs to do, to Да, evolve and to Евгений, именно develop так и without нужно. pain. Да, Евгений, именно так и нужно. How do you, Okay. Bettina, recognize Then I the think, soulmate? Can you explain? yeah. How do you, Bettina, recognize the soulmate? Can you explain? It depends. Sometimes you have a feeling like you know that person from another time, another place. You don't know why. You never saw them before, and somehow you say, "I know you." But that doesn't mean that it is a good soulmate Я that you are спросила able to Бэттина, work как же with. все-таки мы можем распознать, кто является другом души? Она говорит, когда друг души встречается, то у нас такое чувство, не знаем откуда, зачем и почему, но как будто мы знаем этого человека уже. Но такое распознавание друга души в человеке совершенно не означает, что это именно тот друг души, с кем мы можем вместе быть, жить. But is it always that you recognize? Can it be that it's like, no, I don't know you and don't want to know you. Stay away. Yes. Yeah, well, if you don't want to know them, it's or just because you're not fitting together, your energy is not good together, it's not your type of person, or it is because you have a resistance and you say, stay away from me very far. Then you still can recognize the soul, but in a way that is not good. Я спросила, хорошо, с одной стороны, вы встречаете человека, вы знаете, о да, все, мой человек, я прям чувствую, что знаю, нам вместе хорошо, понимаю с полслова. А бывает ли так, что душа не распознает, то есть нету движения души, нету ощущения, что да, хочу быть с этим человеком, или вообще его не знаю, и может быть даже не хочу его знать.
Она отвечает, что да, может быть такое. И обычно, если вы просто чувствуете, что его даже не хотите знать, это может потому, что ваши энергии не совпадают. А может быть, что он что-то сделал в предыдущей жизни такое, что вы стараетесь от него держаться подальше. And don't think when you are meeting your soulmate or living with your partner and your soulmate that you will never argue. Есть друг души, или вы пытаетесь его встретить, не думайте, что, будучи со своим другом души, у вас будет такое состояние пребывания без различных ссор, без споров. Вы не один и тот же человек. И вы не близнецы. Знаете, такие есть друзья души, близняшки, один к одному, как зеркало. И лучше бы вам не просить себе близнецов, то есть вам не нужно свое отражение. Обычно с такой комбинацией нелегко жить, то есть это не самый лучший друг души для жизни. Even if you're with your soulmate, you still have to work on the relationship. Работать над отношениями придется все равно. Вам нужно научиться общаться, передавать свои мысли. And you need to work on evolving together. Над тем, чтобы расти вместе. But you also have to respect the other person. Don't change them, because they will not change. Вам нужно научиться уважать другого человека. Не старайтесь изменить его, потому что он не изменится. Women always think that they can change their partner, but they forget that men have a sixth sense for that behavior, and they will put their heels in the sand and they will not move and not do it. Женщины обычно очень хотят изменить своих партнеров, но забывают при этом, что у мужчин есть 6 различных чувств, которыми он держится за свое мнение. То есть разом это все изменить не получится. I'm not just going to change because somebody else wants me to change. Не буду просто потому, что кто-то этого хочет. Я буду I change when I want to change. сам этого захочу. Я буду меняться тогда, когда сам этого. And if a person tells me something to change, then I will think it over if it is okay or not for me. Мне нужно в чем-то что-то в себе или в чем-то поменяться, то я обычно думаю, а подходит ли мне это? But you cannot change a person if he or she doesn't want to change. Он сам, они сами не захотят этого. So it's important to talk with each other and to see how you can make it work, and respecting each other and accepting each other for who you are. Необходимо работать, прорабатывать в себе, находить вот эти лимитирующие, ограничивающие убеждения в себе, которые не позволяют вам наладить вот такой вот безупречный контакт с вашим партнером. Then it will work, otherwise it won't work. Это будет работать, а в обратном нет. В противном случае это будет работать, а в обратном нет. Okay. Okay, Diana, do we have any other question or anything else that we need to explain to them today? Есть еще вопросы, Аня, или ты хочешь сделать какое-то объявление сегодня? Бэттина, я благодарю за вебинар, он правда потрясающий, и люди ждут от нас, когда мы выложим запись. Сама конспектировала. Очень много полезного, очень много нового. Сама конспектировала. Бэттина, thank you for your webinar. It was quite interesting. I made myself a lot of notes of it, and people are waiting when we'll put the recordings out there. Да, это было потрясающе. А для всех наших участников, кто с нами,
Okay. Я хочу рассказать о приятном сюрпризе, который мы вам организовали. Для всех желающих прийти к Бэттине на курс в Санкт-Петербург или в Москву. В Питере он будет проходить с 15 по 17 сентября, в Москве с 21 по 23. И кто сегодня зарегистрируется и до завтрашней ночи, до 24:00, внесет регистрационный взнос 4000, будут разыграны 3 подарочных сессии. От меня, от Бэттины и от Дианы. Но более того, я вам расскажу секрет, что для тех, кто придет на семинар в Санкт-Петербурге или в Москве, Бэттина сделает подарок, и сессии будут у нее по льготной цене. Вы сами уже слышали, что Бэттина на самом деле потрясающий целитель, она поднимает очень такие глубокие темы, задает глубокие вопросы, которые в процессе уже вебинара лично я уже записывала и отвечала себе на вопросы. Так что, дорогие друзья, записаться, зарегистрироваться вы можете у меня или у Дианы. Сейчас я скину прямо сюда в чат ссылочку на мою страничку и на страничку Дианы ВКонтакте. И также, если возникнут какие-то вопросы, вы можете с нами сразу и решать именно эту ситуацию. Анечка, скажи, пожалуйста, значит, как, Анечка, если сейчас люди запишутся и зарегистрируются, завтра оплатят, а потом будет на этой неделе 3 сессии, да? А как на этой неделе все, кто запишется и зарегистрируется, несут предоплату на этот семинар. Мы в рандомной программе в интернете заведем ваши данные. К каждому в момент регистрации будет присвоен порядковый номер. И в момент рандомный будем снимать экран на прямом эфире и выложим на страницах ВКонтакте, в Фейсбуке. Естественно, сообщим выигравшим их призе. А как происходит рандомный выпуск, вы будете видеть видеозапись на наших страничках. Я вот сейчас как раз вам скинула в чат. Если у кого-то вопросы к нам, как к организаторам или как к Бэттине, да, Диана, прости. Анечка, а еще можно спросить, я думаю, если честно, потому что я в вебинарную комнату пыталась войти с айпада, не вошла. Я думаю, что многие не вошли с айфонов, если кто планировал. Вопрос такой, а если они прослушают записи, тоже успеют зарегистрироваться, оплатить до завтра? Да, конечно, конечно. Это для всех, кто сейчас будет видеть запись, потому что мы выгрузим запись, запись повешена будет на наших с тобой страничках. Любой, кто успеет прослушать эту запись, или кто слушает нас сейчас, конечно. Любой, кто I'll just shortly explain, Бэттина, what we do. Anna just announced the sessions. Each of us will give the session, and people who will register today and pay off till the end of tomorrow, the registration fee 4,000, they will participate in lottery, and we will do the lottery through the random program and place the recordings in social media so people can see who wins. Cool. That's cool. Love it. Okay. Ну что, все тогда? Да, я пошла. Бэттина, еще раз очень благодарны, мы очень рады, что ты к нам едешь, мы тебя очень ждем. Еще раз очень благодарны. Бэттина, thank you very much. Thank you for this webinar. Happy that you came to give it, and nice that you are still coming and gonna teach us. Nice that you are still coming. Oh yeah, I'm looking forward to come to St. Petersburg and Moscow again. I really love it. Thank you all. Hope to see you then. Сама радуется, что And have a great evening. Питера уже в Питере давно не была, уже ручки почувствует. В общем, спасибо этой возможности. Рада сама. Ну все, друзья, всем хорошего вечера. Благодарю Диану, Бэттину. Всем пока. Ждите, сейчас запись конвертируем, и мы ее повесим. Всем пока. Всем хорошего. Good night, everyone. Всем спокойной. Bye-bye. Okay. Good night. Good night, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.